Добрый день! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом армянской национальной кухни ламанджо. Для этого нам понадобится мука, вода, соль и подсолнечное масло, можно оливковое. Это у нас тесто, а для начинки нам понадобится мясо говядины, кинза, специи, помидоры, болгарский перец, чеснок. Мы будем перемалывать через мясорубку. Еще немаловажный ингредиент: 2 средние луковицы и столовая ложка томатной пасты. Когда мы будем перемешивать, я все ингредиенты еще раз перечислю. Теперь просеиваем муку. Тут у нас 1,5 килограмма. Мы просеем где-то килограмм муки. У нас тут 2 чайные ложки соли мы добавляем в муку. Перемешиваем. И можем месить наше тесто. Добавляем теплую воду. Не холодную, не горячую. Теплее, чем комнатная температура. На этом этапе добавляем оливковое масло. У нас тут 5 столовых ложек. Но можно использовать и подсолнечное масло. Потихоньку подливаем воду. Воды у нас тут 1 литр. Когда станет уже сложно месить ложкой, можно уже на столе работать. Руками месить тесто. Потихоньку добавляем нашу муку. Руками уже стало сложно вымешивать. Теперь мы будем вымешивать тесто на коврике. Припыляем коврик мукой и перекладываем наше тесто на коврик.
еще мукой. Нам нужно замесить тугое тесто. Все, мы уже вымесили наше тесто. Оно не должно быть сильно тугим. И расплываться тоже не должно. Вот так вот. Ставим наше тесто отдохнуть на полчаса. За это время мы будем заниматься нашей начинкой. Пока наше тесто отдыхает, Арсенчик, пора спалить мясорубку. Почему прошу, чтобы муж или сын помогли поднять мясорубку? Потому что очень тяжелая мясорубка. Сейчас будем перемалывать мясо. Мешти. Режем наше мясо. Мы будем использовать не все мясо, мы используем часть. Приблизительно где-то 1,5 килограмма. Теперь режем лук на кусочки. Берем болгарский перец. Чистим. Все ингредиенты можно перемалывать через мясорубку. Нам понадобится 2 перца. Теперь чистим чеснок. Я почищу 3 зубчика чеснока. Угу. Теперь мы чистим помидоры. Угу. Теперь мы начинаем перемалывать наше мясо.
поочередно. Ну, перец. Мы перемололи все мясо, теперь перемалываем овощи. Сынчик, сядь. И в самом конце можем перемолоть кинзу. Так, берем. Порезать. Вы можете взять зелень, какая вам нравится. Мы просто любим очень с кинзой. Получается очень ароматно. Все. Мы перемололи все мясо и зелень. Мы уже перемололи все наши ингредиенты. Здесь будет сложно перемешать. Я перекладываю в другую емкость. Теперь мы перемешиваем. Добавляем соль по вкусу. Тут у нас приправы красный перец, черный перец и хмели-сунели. Все приправы, все по вашему вкусу. И сушеный орегано, базилик. Перемешиваем, чтобы все специи пропитались в мясе. Теперь добавляем томатную пасту. Я добавляю 1 столовую ложку. Ее сильно много не надо, потому что она дает кислинку. Теперь добавляем холодную воду. Начинка должна быть по консистенции, как густая сметана, чтобы мы могли равномерно размазывать по тесту. Еще добавляем воды. Количество воды зависит от вашего мяса, от жирности мяса. Мясо можно брать любое, и баранину, и куриное мясо. Но самое вкусное из говядины. Когда с ложки вот так падает, значит нам еще необходима вода. Воду желательно брать из холодильника, холодную воду.
В общей сложности мы добавили стакан холодной воды. Теперь нам надо дать немножко постоять нашему фаршу. Наше тесто отдохнуло. Теперь мы приступаем к формовке. Пропыляем коврик мукой. Перекладываем тесто. Тесто мягкое, эластичное. Формируем вот такую колбаску, чтобы нам было удобно разделять на маленькие колобки. Теперь мы разделяем на такие вот кусочки. Приблизительно по 60 грамм, может быть. Так продолжаем все тесто. Прежде чем формировать наши колобочки, мы включим духовку на 220 градусов, режим вверх-вниз. Пусть греется, она должна быть очень горячей. Теперь мы формируем наши колобочки. Сейчас еще. Формируем гладкие однородные колобочки. Размер вы можете регулировать сами, это зависит от вашего противня и какого размера вы любите ламанджон. Так, прикрепляем. Каждый раз помогаем себе мукой, чтобы не прилипало тесто к рукам. Мы делаем последний колобок. Теперь, после того, как сделали, мне в этом противне мало было места для колобков. Мы должны теперь накрыть пленкой.
обязательно накрываем, потому что может заветриться тесто и будет тогда корочки. Все, мы накрыли пленкой наши колобочки. Теперь мы берем противень, обратной стороной ставим в духовку. Теперь мы подготавливаем пергаментную бумагу. Берем колобочек, который мы формировали первое. Теперь припыляем немножко мукой. Тесто, когда отдыхает, с ним очень легко работать. Раскатываем очень тоненько. Мы должны раскатать в круглую лепешку. Чем тоньше получится, тем лучше. Ой. Мы раскатали так тонко, что рисунок коврика просвещается. Получается у нас вот такой вот толщины. Немножко вот так делаем, чтобы муку встряхнуть. Перекладываем на противень. Теперь мы размешиваем нашу начинку мясную. И распределяем по тесту тонким слоем. Так немножко приплюскиваем, чтобы мясо прилипло к тесту.
мы перекладываем наши лепешки в духовку. Чтобы ускорить процесс, пока выпекается первое ламанджо, мы ставим второе. Буду печь все два вместе. Еще есть такой вариант выпекания ламанджо, как на сковородке. Прогреваем сковородку на среднем огне, раскатываем тесто. Проверяем, чтобы не было муки. Теперь берем начинку и распределяем по тесту. Первое ламанджо уже готово. Немножко подрумянилось, но оно очень хрустящее и вкусное. Второе ламанджо готовится. Закрываем крышкой, чтобы она хорошо пропеклась. Сейчас проверяем готовность. Еще немножко. Пока у нас одно ламанджо печется, я решила вторую сковородку достать, вторую печь. У нас тут уже внизу подрумянилось. Мы достаем одно ламанджо и кладем другую. Вот так. Сковороду мы ничем не смазываем. Сковорода сухая.
Окнумес, Ани? Ха. Вижте. Мы раскатываем последний колобок. У нас пропекаются наши ламанджо. Сначала мы жарим под закрытой крышкой, а потом допекается под открытой крышкой. Так мы ставим в сковородку. Еще чуть-чуть и будет готово. Закрываем крышкой. Теперь мы приготовим пан. Для этого мы посолим немножко. У нас тут домашний мацон. Мацон посолили. Добавляем воду. Тан готов. Ани, когда спустись? Иди попробуй. Мы для начала польем лимоном. Апрес. Ламанджо у нас получились хрустящие, сочные. Готовьте ламанджо, это очень вкусно.